Это произошло в октябре 1982 года, когда владелец яхты нанял команду из 5 человек, чтобы перегнать ее из штата Мэн во Флориду. В течение следующих 5 дней 3 членов экипажа были съедены акулами, а Дебора и оставшийся живых Брэд в ужасе наблюдали за происходящим. Их эпическая битва за выживание нашла свое отображение в фильме Discovery Channel «Переворот. Кровь в воде». Когда Дебора из Техаса встретила капитана Джона Лолита и его подругу Мэг Муни на яхте 22 октября, погода казалась многообещающей. Яхтсмен Брэд Кавана и англичанин Марк Адамс также были на борту. Дебора с нетерпением ждала 6-дневного путешествия протяженностью 1300 миль. Погода была прекрасной, но на второй день она ухудшилась, и с наступлением ночи на яхту обрушился страшный тропический шторм. Когда 10-метровые волны обрушились на мачту, а ветры со скоростью 112 км в час разорвали паруса, капитан, который много пил, уснул у руля. Посреди ночи Дебору разбудили панические голоса, и она увидела, как ледяная вода попадает в каюту. Яхта опрокинулась, и Мэг упала на какое-то снаряжение, сильно порезав ногу. Испуганная команда прыгнула в воду, и Марк накачал 4-метровую лодку, их единственный шанс на выживание. Команда забралась внутрь, но прежде чем он смог присоединиться к ним, Марк почувствовал, как что-то толкнуло его в ногу. В этот момент, к ужасу Деборы, она увидела акул в воде вокруг них, плавающих в опасной близости от их лодки. «В ту минуту, когда мы оказались на лодке, вокруг нас появились плавники», — сказала она. «Они были везде». Акулы были привлечены кровью из открытой раны Мэг и приплыли за многие мили, чтобы полакомиться любой плотью, которую они смогут найти. Одна из акул схватила веревку на передней части лодки и начала тащить ее в воду, увлекая экипаж в ужасную прогулку. Когда это не удалось, акулы начали таранить крошечную лодку, пытаясь опрокинуть ее. Часы превратились в дни, и голодающая команда стала сильно обезвоженной. Из-за мочи, крови и гноя из раны Мэг, плескавшейся на дне лодки, у команды началась инфекция по всему телу. Хуже того, в раненой ноге Мэг появилось заражение, и кровь начала распространять ее по всему телу. К 3-му дню, с распространением инфекции и обезвоживания, команда начала бредить, поскольку их мозги были лишены воды. В отчаянии Джон и Марк начали пить соленую воду, что ускоряет обезвоживание и вызывает отключение почек. Вскоре у Джона появились галлюцинации. Ему вдруг показалось, что он увидел землю и спрыгнул с борта лодки. Его судьба была предрешена. Внезапно мы просто слышим этот пронзительный крик. Кровь стыла. Когда все было кончено, тишина. Там не было плача, ничего. Не было сомнений, что его настигло. Акулы поймали его, вспоминала Дебора. Поскольку Марк тоже бредил, а Мэг ослаблела из заражения крови, Брэд и Дебора были единственными, кто остался в здравом уме, и они поклялись присматривать друг за другом. Вскоре после смерти Джона, Марк, который часами бредил, пробормотал, что идет в магазин, чтобы купить пиво и сигареты. Несмотря на попытки Деборы и Бретта вернуть его к реальности, он тоже погрузился в воду кишащими акулами. Акулы мгновенно подплыли, ударяясь о дно лодки и вращая ее, когда они врезались в тело Марка в бешеной атаке. «Это был самый ужасающий момент в моей жизни», — сказала Дебора. Той ночью, когда в крови Мэг распространилась инфекция, у нее начались сильные галлюцинации. Мы сидели и смотрели, как Мэг умирает. «Это было трагично», — сказала Дебора. Когда оставшаяся пара проснулась утром, она была мертва, лежала на полу в зловонном беспорядке водорослей, крови, мочи и гноя. Брэд признает, что он думал о том, чтобы съесть ее тело в отчаянной попытке выжить, но Дебора предупредила его, что Мэг слишком заражена, и настояла, чтобы они сбросили ее с лодки. Они сняли с нее рубашку и украшения, чтобы вернуть семье по возвращении. Это был такой грустный момент, потому что мы положили ее обнаженное тело на борт лодки, а потом решили, что не можем просто скинуть ее. Ей нужны были какие-то похороны, сказала Дебора. Итак, мы произнесли молитву и Псалом 23 и осторожно вытолкнули ее тело за борт. Тогда мы решили вернуться ко сну, чтобы когда нападут акулы, нам не пришлось это видеть. На другой день Брэд упал в воду, пытаясь почистить лодку, и Дебора сломалась, изо всех сил пытаясь найти силы, чтобы его вернуть. «Мне казалось, что я просто обрекла Брэда на смерть», — сказала она. «Если акулы вернулись бы, он был бы мертв». С плеском адреналина Брэду удалось подняться, и спустя мгновение отчаяние превратилось в радость, когда он увидел на горизонте российский грузовой корабль. Пара отчаянно махала команде, которая в ответ также махнула, и вскоре они бросили в воду спасательный круг в сантиметрах от лодки. Пара прыгнула в воду и была поднята на борт корабля.
Дебора стала мотивационным оратором и в 1994 году написала книгу «Альбатрос. Правдивая история выживания женщины на море». Она умерла в 2012 году в своем доме в Мексике в возрасте 54 лет по неизвестным причинам. Брэд продолжает работать моряком в Массачусетсе, но говорит, что испытание 1982 года сделало его другим человеком. Вот такая реальная история, когда 2 из 5 человек выжили, находясь в открытом океане в течение 5 дней, в окружении акул, привлеченных кровью их погибших сотоварищей. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока!